Всем привет! Сегодня я вам покажу очень интересную стрижку каскад в технике Тони энд Гай, то есть это креативная стрижка. Перед стрижкой я выполнила синхронизацию цвета с помощью красителей Goldwell. Также использовала свой любимый кератин от компании Laona Lab. Ссылку я вам пришлю в описании ниже. Время выдержки красителя по технологии. Дальше моем, делим на зоны и приступаем к стрижке. Шляпную зону разделили на две части и работаем с нижней зоной. Натяжка у нас с вами 0, тяжелый срез. Создаете форму линии, то есть окантовочную линию внизу. Хотите прямую линию, хотите овал, хотите треугольник, все в вашей фантазии. Я делаю полукруг. Сделав окантовку, обязательно выполните проверку нижней линии. Для этого вы симметрично натягиваете слева и справа по прядкам, как я вам показываю, и сравниваете длину. Закончив проверку и в зоне нашей окантовки, вы переходите к фронтальной зоне, то есть к лицу. Мы с вами отделяем вертикальными проборами пряди. Натяжение у нас с вами идет достаточно сильное. Видите, прядь у меня не провисает, ровная. Натянули вы параллельно полу, а срез у нас с вами перпендикулярно полу. Голова клиента в этом случае должна стоять обязательно ровно. Прядь у вас как бы струится по лицу, она не уходит у вас ни вперед к носу, ни в сторону. То есть натяжение у нас четкое и прямое. Сделав первую контрольную прядь, дальше вы также вертикальными проборами отделяете следующие пряди и подтягиваете к вашей контрольной пряди. Вот здесь я вам сейчас покажу, что у меня контрольная прядь видна, вот она. И я подтягиваю все к ней и повторяю линию контрольной пряди. То есть у нас метод наложения пряди на прядь. Таким образом мы продолжаем всю стрижку до центрального вертикального пробора. Срез у нас, как видите, прямой. Почему я использую кератин при окрашивании? Во-первых, это достаточно мощное восстанавливающее средство. Он как бы пломбирует пустоты. Так как кератин стремится проникнуть вглубь волоса и работать с волосом уже изнутри на восстановление, если мы смешиваем его с красителями, кератин также берет с собой молекулы краски. За счет этого у нас с вами краситель держится дольше на волосах. Мне очень понравился результат. В отличие от плексов, кератин не тормозит действия, то есть не тормозит процесса. Я рекомендую вам. Закончив правую сторону, мы с вами переходим к левой стороне. Отделяем первую прядку для контрольной. Видите, я взяла левую и правую прядку, отрезаю, то есть я как бы намечаю, какой длины у меня должна быть с вами левая прядка, так как правая у нас уже сформирована. И подтягиваю также все вперед. Видите, у нас достаточно тяжелое натяжение, сильное натяжение, прямой срез. Попрядно-вертикальными проборами, сделав предварительно, естественно, контрольную прядь, я подтягиваю все к контрольной пряди. И, пожалуйста, не забывайте делать проверку. Вот я вам показываю, что на каждом этапе лево-право надо обязательно проверять, чтобы потом не перестригать всю стрижку. Для точности стрижки стригите, пожалуйста, маленькими проборами, не надо делать большие шаги. Здесь я немножко урезала видео, потому что однообразные движения, они вам наскучат. Значит, смысл такой: у вас натяжение по лицу, соответственно, натяжение параллельно полу, срез перпендикулярно полу, стрижется вертикальными проборами методом наложения пряди на прядь. И еще главное, видите, у меня девушка немного расслабилась и опустила голову вниз. А значит, соответственно, вы должны натягивать так, чтобы все равно прядь была параллельно, да? То есть не забывайте, контролируйте. После стрижки обязательно же проверяете всю свою зону. Затем вы переходите в затылочную часть. Мы с вами выделяем вертикальными проборами прядь контрольную. Натяжение у вас пряди будет перпендикулярно полу. Срез у вас будет параллельно полу.
Контрольную прядь нижней затылочной зоны, то есть окантовочную контрольную прядь, вы используете для контрольной пряди, вот сейчас для среза. Я вам ее здесь показала. Клиент должен держать голову ровно, никуда не наклоняясь ни налево, ни направо. Следующие пряди вы все подтягиваете к вашей контрольной пряди, отделяете также вертикальными проборами. Подтягивайте, еще раз повторю, все к контрольной пряди. Вот сейчас посмотрите, видите, я подтянула и дальше срезаем. Метод среза у нас с вами может быть как прямой, так и зубчатый пойнтинг. Все зависит от вашей задумки. Метод пойнтинг одновременно филирует волосы и также срезает в мягком виде. Но я буду срезать прямым срезом, дорабатывать буду после. Вам достаточно простричь будет зону до уха, потому что у лица у нас уже стрижка с вами была проведена ранее, и волосы к затылку от лица не дотянутся. Сейчас я вам покажу, как выглядит сзади вот эта прядь, когда я подтягиваю. Вот, видите, перпендикулярно полу, а это уже у нас с вами сторона идет под наклоном. Так что выдерживаете правила, у вас получится легкое удлинение к уху. Закончив, естественно, правую сторону, вы также симметрично делаете левую. Когда вы прострижете всю левую зону, не забывайте, что нам обязательно нужно будет сделать снова проверку. Так как мы все с вами подтягивали к центральному вертикальному пробору, здесь мы с вами можем одним большим захватом взять зону и проверить. Вот сейчас я вам показываю, как осуществляется проверка именно затылочной зоны. Видите, я отделила большой треугольник. Этот весь большой треугольник я натянула как стригла. То есть получается у меня перпендикулярно полу. И я срезала ненужные лишние волосочки, если таковое у вас было. Переходим к следующей зоне. Опять же у нас контрольная прядь выделяется по центру вертикальным пробором. Натяжение у нас с вами будет уже 90, срез 90. Здесь мы с вами берем контрольную прядь для того, чтобы срезать следующую зону именно из нижней затылочной, из нижнего блока затылочного. Сейчас мы работаем наверху. Натяжение 90, срез 90. Вот здесь, видите, я показываю вам длину контрольной пряди, которую я взяла уже из простриженной зоны и перешла на следующую зону. Стричь мы будем 90, срез 90 к голове. То есть у нас с вами наверху получается равномерная стрижка. Мы повторяем форму головы. И проборы мы с вами будем делить веером. То есть они у нас с вами будут радиальные проборы. Центр радиального пробора один и тот же остается. Двигаемся только по нижней зоне вашего блока. Контрольная прядь является переходящей. Метод стрижки называется прядь за прядью. Здесь я вам сейчас покажу, как проборы должны делиться. Именно веером. Центр остается неизменный. Вот видите, вот так я делю проборчики. Закончив левую сторону, вы также симметрично выполняете стрижку правой стороны. И после этого мы будем с вами делать проверку. Смотрите сейчас дальше, где будет проверка, я вам уже дальше расскажу, как ее делать. Вот сейчас, закончив стрижку вот этой зоны, мы приступим к проверке. Отделяем мы уже горизонтальными проборами. И так как у нас с вами была стрижка равномерная,
у вас по всей длине зоны должна получиться плавная ровная линия. Поэтому вы просто дорабатываете ее. После того, как вы доработали, уже переходите на теменную лицевую сторону, на этот последний ваш блок. Опять же, у нас с вами вертикальный пробор, как вы видите. Контрольная прядь у нас берется из зоны, которую вы только что подстригли. И здесь, видите, вот она контрольная прядь, я вам показываю. Она у нас является контрольной для новой вашей зоны. Но стричь мы будем с вами здесь, натяжение у нас идет 90 к голове, но срез у нас с вами острый. То есть мы с вами будем с укорачиванием к лицу стричь, для того, чтобы у лица более объемная стрижка была. Клиент должен сидеть ровно, голова должна быть ровна, но если девушка у вас все равно опускает голову, то вы также и наклоняете прядь. То есть у вас прядь может быть с небольшим смещением вперед. Все зависит от, скажем так, от объема, который вы хотите получить к лицу. Угол может быть не очень острый, может быть сильно резко острый. Если у вас будет сильно резко острый, у вас получится у лица практически как у Сессона. Тоже достаточно тяжелая, красивая стрижка. Все височно-боковые зоны мы подтягиваем к центральному пробору, который мы сделали как контрольный. Слева и справа мы, конечно же, будем стричь симметрично. Еще раз вам напомню, что если вы делаете более маленькие проборы, то есть отделяете более маленькие прядки для стрижки, стрижка у вас получается более четкой. Поэтому контролируйте себя, контролируйте клиента, как он сидит, и это будет залог вашего успеха. Вам не надо будет по 25 раз перестригать, потому что если вы натягиваете все четко, у вас получается идеальная стрижка, и даже дорабатывать ничего не придется. Обязательно все равно мы с вами будем проверять, даже если сидит, все у вас срослось правильно, обязательно проверка. Вот я вам сейчас ее показываю. Выделяете большой блок, натягиваете к центральному вашему пробору и одним захватом проверяете стрижку. После этого у вас, естественно, идет доработка уже у лица вот этой зоны, фронтальной зоны. Если вы помните, у нас с вами были блоки, верхний блок и нижний блок. И когда мы с вами дорабатываем уже у лица, мы с вами сводим наши ранее простриженные блоки. То есть у лица должно быть красивое, плавное сведение этих блоков. Сделав первую контрольную прядь у лица, вы продолжаете стрижку. Всю затылочную зону вы попрядно подтягиваете к контрольной пряди у лица. Желательно, опять же, небольшими прядями, то есть маленькими проборами. И простригаете уже по сделанной контрольной пряди. После того, когда вы каждую новую прядь причешете, подстрижете, вы не забывайте сделать проверку. Это обязательно, потому что у нас с вами волосы, да, вы никогда идеально по линейке подстричь не можете, поэтому проверяйте сами себя. И я, как видите, это тоже все время делаю. Видите, я проверяю после того, как простригу каждую следующую прядь. Отчесывайте с затылка пряди к лицу настолько, сколько хватает вам длины. Как вы понимаете, нижняя затылочная зона у вас сюда уже не попадет никак, она просто короче, так как мы ее уже с вами простригли. Натяжение пряди, как вы видите, у нас идет по форме головы, то есть мы никуда не загибаем, не поднимаем выше, у нас четко 0 по голове идет. Метод среза у лица я сразу использую именно поинтинг для того, чтобы смягчить эту линию. После того, как вы закончили простригать всю зону, делаете глубокий пробор и с противоположной стороны зачесываете волосы для того, чтобы вам проверить опять же нижнюю линию. И прорабатываете. Видите, я делаю проверку. Это называется проверка лево-право.
Также мы с вами делаем проверку с правой стороны. Значит, для этого нам надо будет пробор сделать с левой стороны, как вы видите. Закончив проверку линии у лица, мы с вами переходим на проверку височно-теменной зоны. Как вы видите, я общим захватом беру прядь и натягиваю ее перпендикулярно голове. И если у вас есть маленький треугольничек, вы просто смягчаете этот треугольничек методом поинтинг. Вот посмотрите, сейчас я вам покажу треугольничек, будет подробно понятно. Вот у нас две линии тут, видите, сошлись в одну. Вот маленький треугольничек. И вы его просто взяли и смягчили. Дальше переходим к челке, выделяете ее. Ну, конечно же, если у вашей клиентки есть челка, потому что эта стрижка достаточно хороша и без челки. Но, как вы знаете, челка это более молодит, задорность придает, игривый взгляд. Поэтому многим, конечно, челка рекомендуется. Хорошо отделили челку, убрали все лишние волосы. И начинаем с вами также попрядно. Челка у нас стрижется массивная, и я делаю форму подковы. Вот посмотрите внимательно. Стригу я методом понтинг, то есть сразу делаю зубчатый срез, чтобы смягчить нижнюю линию, чтобы не было топорика. И методом наложения пряди на прядь с оттяжкой 0 мы с вами простригаем челку всю до конца. Стрижете челку, конечно же, маленькими проборчиками, потому что это очень четкая деталь. Она не должна выпадать, она не должна раздражать и мешаться. Поэтому очень маленькими проборчиками. Каждую добавленную прядь, когда вы простригаете, проверяете длину. И не забывайте, что обязательно челку мы дорабатываем на сухую, потому что в мокром виде у нас волосы как пластилин ложатся так, как мы хотим. Только в сухом виде у нас с вами волосы лягут так, как они растут. Поэтому доработка челки обязательно идет в сухом виде. Но длину по глазам, по бровям вы смотрите тогда, когда вы срезаете. То есть обязательно стригите, чтобы создавая правильный контур. Не забывайте, асимметрия лица существует, поэтому зрительно у вас должна челка подчеркивать красоту, а не подчеркивать ненужные вещи. Дальше высушиваем, приступаем к укладке. И после укладки вы дорабатываете волосы на сухую. Вот сейчас мы с вами дорабатываем челку. Здесь уже я использую метод филировочный Point Cut. Прядь я держу перпендикулярно, вернее, скорее всего, ножницы я держу перпендикулярно прядке. И точечным срезом я облегчаю челку. Но я не делаю, как вы видите, челку рваную. Я просто делаю ее легкую, воздушную, но ни в коем случае не рваную. Челка у нас так и остается массивной. Чтобы не было щекотно, сразу же сдуйте с лица мелкие волосики. И дальше мы с вами продолжаем дорабатывать стрижку по всей остальной зоне головы. Я вам здесь немного показываю, как я дорабатываю теменную зону. Вот отчесываете очень гладенько, чтобы прядка у вас была ровная. И ножницы держите перпендикулярно вашей пряди. Если у вас прядь в конце
она немного в разные стороны смотрит, вы все равно ножницы держите именно перпендикулярно вашей прядке. То есть изгибаете руку, у вас она имеет сустав, который подвижен, поэтому вам будет удобно сделать для того, чтобы не срезать лишнего. Метод Point Cut – это точечный срез, как вы видите, он только облегчает, он не убирает длину. Шикарный метод для создания текстуры и легкости волос. После того, когда мы с вами доработаем все волосы, вы опять же сдуете феном, потому что второй раз мыть после укладки нет смысла, да, просто жалко вашу укладку. Красиво разложите волосы, и результат у вас готов. Приходите ко мне на обучение, все расскажу по колористике, по стрижкам. Буду вас рада видеть. Пока!